Всем привет! Сегодня изучаем один из главных курортов провинции Краби. Для самых умных вон сюда на базе приезжают. Город Аонанг находится на побережье Таиланда, в 20 километрах от Краби-тауна. Пляж Аонан расположен у самого основания полуострова Рейли. Именно по этим местам сегодня мы отправляемся в наше новое путешествие. Но сначала познакомимся с местными охранниками и пройдем по тропе обезьян. В Краби много не только крабов, но и приматов. Нормально? Ага, пойдет. Обезьяны дружелюбно встречают посетителей у самого начала тропы. Конечно, некоторые из них продолжают заниматься своими делами. Лениво смотрят на зевак, пришедших вновь с пустыми руками, или удовлетворяют свои естественные нужды. Тропа выстроена вдоль берега и представляет из себя немного хлипкое сооружение из бамбука и досок. В начале тропы мы еще продолжаем идти вдоль пляжа, но вскоре тропа начинает проходить прямо по скале, разделяющей пляж Аонанг от пляжа Пайплонг при отеле центра Гранд Бич. Продолжительность подъема по тропе занимает около 10-15 минут. В зависимости от времени обезьяны могут встречаться на разных ее участках. После прохождения тропы обезьян надо обязательно зарегистрировать свой вход на территорию. При входе указывается время входа, а на обратном пути необходимо поставить отметку о времени выхода с территории. С этого небольшого частного пляжа открывается вид на башню Аонанг. Одиноко возвышающаяся над бирюзовой водой скала особо привлекательна для скалолазов. С пляжа недалеко от башни расположен небольшой плавучий пирс из независимых модулей. После инструктажа по нему можно пройти до самого конца и сделать красивые фотографии на фоне башни. Дальше пляжа Пайплонг расположены пляжи Тансай и Рейли, восточные и западные. Но на них уже не попасть по суше, они расположены по полуострове Рейли, который отдален от основной части Краби высокими скалами. Самый простой способ добраться до Рейли – взять билет на длиннохвостую лодку от пляжа Аонанг. Лодки тут регулярные, а время в пути занимает около 10 минут. Мне повезло, и посадка была прямо сразу после покупки билета. Что ж, отправляемся на полуостров. На Рейли я собираюсь успеть посетить хотя бы два интересных места – добраться до лагуны Принцессы и до пляжа Прананг. Он совсем небольшой, длиной 400 метров, но считается одним из самых красивых пляжей Краби. Напротив этого пляжа небольшие острова, до некоторых можно дойти даже пешком по воде, а по обе крайние стороны пляжа стоят большие скалы. Если нам повезет, мы также встретим живущих на полуострове макак, гиббонов и даже очковых лангуров.
сейчас заведет. Поедем. Наверное, не поплывем. Пока брызги воды летят во все стороны от камеры, по обе стороны от лодки открываются прекрасные виды. Лодки, отправляясь в Шаонанг, швартуются на западной части Рейли-Бич, а тропа к лагуне лежит через восточную. Чтобы пройти через Рейли, поперек, с запада на восток, нужно найти небольшую тропу между двумя отелями. На восточную сторону приплывают лодки с Краби-Тауна. Она не совсем похожа на пляж, но виды довольно необычные, и даже есть смотровая площадка. Думаю, закаты тут красивые. Причудливые то ли деревья, то ли лианы, похожие на кучу спутанных проводов, пещеры прямо посреди дороги, и это только начало тайного пути в лагуну. Куда-то обезьян, короче, написано не кормить. Пещеры, даже такие небольшие, захватывают дух. Эти наросты, спускающиеся сверху пещеры и поднимающиеся снизу, настоящее произведение искусства, созданное самой природой. Короче, ребята, родственников видели, походу, он стоят, смотрят. Лагуна Принцессы в Крабе – известняковая долина, спрятанная в горах. Система пещер соединяет ее с морем. Во время прилива лагуна наполняется светло-бирюзовой водой и становится еще прекраснее. Единственный способ добраться до долины – через скалы, вверх, затем вниз. Для такой прогулки понадобится хорошая физическая подготовка и удобная обувь. Некоторые, конечно, лезут по скалам и сланцах, но это не очень удобно и даже
Главная опасность таится в грунте, который после дождя становится слишком скользким и просто сносит тебя вниз. Если повезет и дождя не будет пару дней, спуск вполне станет спокойным, но все равно нелегким. Вдоль тропы развешаны канаты, за которые ты держишься практически весь путь. Но встречаются места, где ты буквально не видишь, куда ставить ноги, и можешь только цепляться за канат. Слабаки долго лезут. В целом тут прикольненько. Тетенька бедная вообще в шоке. Говорит, куда я полезу? Ну да. Что-то пытается карабкаться. Лагуна – это место невероятно красивое. Можно почувствовать себя настоящим искателем приключений в затерянном мире. Лучшее время для посещения лагуны с 8 до 11 утра, так как вода в лагуне морская. Во время дневного отлива она уходит, а с ней вся красота. Тогда под ногами от красивого озера остается лишь небольшое болотце. Да-да, я не знал, что даже у маленького озера есть свое расписание, и добрался сюда только к 2 часам, когда практически вся вода уже ушла отсюда. Но даже без морской воды место оказалось довольно интересным. С правой стороны тут есть узкий проход, протиснувшись через который можно оказаться на другой стороне лагуны. Когда нет наплыва туристов, здесь тихо, слышно, как капает вода, поют птицы. После такого нелегкого похода хочется срочно окунуться в теплую морскую воду и немного расслабиться. Рядом как будто специально для этого есть пляж Прананг. Но если силы еще остались, можно взять каяк и отправиться в морское путешествие. Легенда гласит, что индийская принцесса Прананг утонула во время крушения корабля, разбившегося о скалы неподалеку от этого места. Однако ее душа обитает там по сей день. Местное население посещает это место для того, чтобы оказать уважение духу принцессы. До самого ближайшего острова можно дойти пешком, но я решил оплыть остров Хэппи вокруг на каяке и нырнуть к рыбкам около одного из 2 коралловых рифов.
девчонки пришли шишку потереть, чтобы все хорошо было. Да, девчонки? Говорят, да. По поверью, если загадать желание в данной пещере, то оно непременно сбудется. Кто же это шуршит листьями на самом верху дерева и кидает в путешественников веточками? Смотрите, это лангуры. Вот и состоялась наша долгожданная встреча. Очковые лангуры, или как их еще называют, тонкотелы, обитают всего в 3 странах на планете: Таиланд, Малайзия и Южная Мьянма. Все эти страны расположены совсем рядом. Лангуры предпочитают горные леса, ведут дневной образ жизни и питаются листьями, цветами и фруктами. Смотрите, как они передвигаются, в основном на четвереньках. Эти приматы, по сравнению с другими, редко совершают прыжки и предпочитают делать это на короткие дистанции. Интересный факт, что изначально детеныши очковых тонкотелов окрашены в оранжевый цвет. Как и у других видов тонкотелов, только со временем они темнеют и приобретают взрослый окрас своего вида. Вот такие вот удивительные, очаровательные мартышковые. Приятного аппетита, братан. Смотрите, как же аппетитно он ест эти цветы. Я сам проголодался. Тем временем уже начало вечереть. Длиннохвостной лодкой собирают всех посетителей и увозят обратно в Аонанг. На Рейле остаются только местные жители, посетители и работники отелей. Всем хороших путешествий! Thank you.